Я взял две одинаковые мотокуртки, различающиеся только цветом, и провел тест, как влияет цвет на температуру внутри куртки. Практический смысл: нужно ли для путешествий брать именно светлую экипировку. На эту тему в сети много мифов, и вроде как все очевидно, но вот вам теперь подтверждение или опровержение теорий. Внутрь курток я вложил две одинаковые хлопковые майки. Вообще категорически не рекомендую использовать хлопковые майки в путешествиях, они хуже дышат, дольше сохнут и так далее. В чем физический смысл? Майка повторяет реальное использование, куртку же мы не надеваем на голое тело. И что более важно в тесте, хлопковая майка выступает буфером между датчиком и самой курткой, выравнивая температуру по площади. Хоть я и старался размещать датчики в одном и том же месте в районе солнечного сплетения, но плюс-минус 5 см с майкой роли не играют. До начала тестирования датчики показывали 31 градус с половиной под черной курткой и почти 33 градуса на датчике светлой куртки. Хоть я и дал фору черной куртке, но это расхождение на результаты теста не повлияют, позже объясню почему. Снимал осенью и было уже прохладно, плюс 27 в тени, не самое яркое солнце и легкий ветерок. Более чем комфортное время для путешествия на мотоцикле. Я пробовал провести такой же тест чуть раньше, когда температура была около 35. В обеих куртках аналоговые термометры через час просто зашкалили, уйдя за максимальные 50 градусов. Поэтому я решил тестировать в условиях попроще и поменял термометры на электронные с большим диапазоном. Через 10 минут после начала нового теста температура внутри маек значительно поднялась. В светлой куртке на 5 градусов, в черной аж на 12 градусов. Еще через 10 минут температура подскочила на 3 градуса, а дальше стала повышаться медленнее. Вторая гипотеза: даже если черная куртка быстрее нагревается, но возможно при длительном тесте температура сравняется, и в условиях путешествия не так уж принципиально, какого цвета экипировка. За час от начала теста температура дошла до своего пика — 48 градусов в майке под черной курткой и 44 градуса в майке под светлой курткой, и дальше плавала туда-сюда на 10-е градуса. Чтобы убрать фактор погрешности термометров, дальше я научно послюнявил оба датчика, понизив температуру до 36,6 градусов и поменял датчики местами. Под светлой курткой датчик все еще показывал температуру ниже, чем под черной. Потом я провел тест, когда оба датчика вкладывал под одну куртку, потом под другую, и используя как результат общее арифметическое с двух датчиков. При любых манипуляциях температура под светлой курткой была на 3-4 градуса ниже, чем под черной. Остается обсудить, значительна ли эта разница. К слову, обе куртки мои примерно с одним и тем же пробегом. Когда я езжу куда-то просто так, я надеваю светлую куртку. Черную использую только если еду что-то снимать, чтобы меньше отражений было, нельзя быть упоротым наполовину. Кажется, что 4 градуса какая-то мелочь, но здесь нужно откалиброваться. Нам шкала Цельсия мешает, потому что за 0 нужно брать не 0 градусов по Цельсию, а плюс 36,6, что ощущается телом как нейтральная температура. Например, в камерах депривации температура раствора около 35 градусов по этой же причине. Это довольно условно и можно подискутировать, но если так сравнивать и взять за точку отсчета плюс 36 градусов, температура внутри маек выше комфортной на 11 или 7 градусов. Согласитесь, разница в 57% уже совсем другой разговор. Так вот, разница по ощущениям в белой и черной куртках отличаются, и не стоит забывать, что экипировка светлого оттенка медленнее нагревается, что не менее важно. Например, шлемы я давно покупаю только белые, либо какие-то светлые и не матовые. Кстати, по цвету мотошлемов в сети можно найти несколько тестов, разница там тоже вполне ощутима. Черный матовый шлем в жару — это самое слабое место, в таком уже все равно, какая там куртка. Но, например, в черной сетке в жару в любом случае комфортнее, чем в белой всепогодной экипировке, то есть цвет куртки — это второй или третий фактор при выборе. В Испании летом дождей практически не бывает, и температура очень стабильная, может месяц держаться плюс 35 с отклонением в 1-2 градуса. Я когда пересдавал на испанские права, как раз было лето, и каждый день ездил на занятия в черной и белой куртках, в одних и тех же температурных условиях, в одно и то же время, на одной и той же открытой площадке на одном и том же мотоцикле. В белой определенно комфортнее, чем в черной, но гораздо больше на комфорт влияет выбор майки, чем в цвет.
На мой взгляд, для путешествий лучше всего какие-то бежевые оттенки, которые и светлые, то есть прохладнее, и в то же время на таких не видно пыли и грязи. Популярный для меня сценарий на привале в тени дерева кинуть куртку на землю и на ней уже разместиться. С белой курткой такой трюк не проходит. Главная проблема – белые куртки, даже если никуда их не бросаешь, довольно быстро начинают выглядеть засаленными от дорожной пыли и пыльцы. Поддерживать чистоту сложно, стирка помогает только отчасти. И еще практический нюанс – не обязательно под светлую куртку брать комплектные штаны такого же цвета. Даже если куртка светлая, я рекомендую темные штаны, на них ничего не видно. При этом, сидя на мотоцикле, солнце на штаны не особо и попадает, особой разницы в комфорте не будет.